Сегодня поговорим о повести Джона Стейнбека «О мышах и людях». Несколько слов об авторе. Он родился в калифорнийском городе Салинасе. Отец имел немецкие корни, мать – ирландские. С детства он любил быть на ранчо. Уже подростком проводил много времени в поле с фермерами. А также любил читать и уже в школе начал писать свои первые рассказы. Родители вложили в него много сил в образование, воспитание. Он поступил в Стэнфорд, конечно, больше для того, чтобы удовлетворить желания родителей. Он не закончил этот университет. Стейнбека нельзя называть совсем писателем потерянного поколения, потому что он родился несколько позже. На его ранние годы пришлась война, а потом Великая депрессия. Он был без денег. Ему помог отец, который купил ему с женой дом. Именно отец дает ему возможность писать. Но, к сожалению, его родители не совсем застанут его успех, потому что заболеют и практически в одно время уйдут из жизни. Именно тогда, когда звезда писателя только начнет восходить. А успех его начнется с 1934 года, когда он начнет писать роман, который потом принесет ему славу и, конечно, деньги. Название этого романа «Квартал Тортилья Флет». Сначала его тоже не захотят печатать, но один редактор поймет, что это шедевр, и с этого момента начнет восходить звезда молодого автора. Это, конечно, позволит ему вылезти из бедности и стать узнаваемым. Книги Джона Стейнбека оставили глубокий след в американской и мировой литературе. Рассказывая о настоящей жизни простых людей, он получает в итоге Нобелевскую премию. А тема маленького человека, которую поднимает в американской литературе Стейнбек, практически еще не озвучена до него. Он стал голосом маленького человека, можно сказать, первым таким голосом. И стал он им не случайно, к этому привела его сама жизнь, особенности характера и историческая эпоха, в которой он творил. В отличие от авторов, наблюдавших за бедностью со стороны, Стейнбек знал этот мир изнутри. Сама повесть о мышах и людях вышла в свет в 1937 году, и она тоже про маленьких людей. Сюжет таков. 2 сезонных рабочих отправляются на ранчо подработать. Ленни умственно отсталый, но очень физически сильный, а Джордж – интеллект этой маленькой компании. И у него есть идея все-таки обзавестись собственным ранчо, а Ленни мечтает о том, что он там будет выращивать кроликов. Ленни вообще любит все гладить, он такой нежный, тактильный, он любит животных. И на предыдущем ранчо ему понравилось гладить платье девушки, и его чуть не обвинили в попытке изнасилования, и поэтому им пришлось бежать и искать другую работу. А Джордж, так как поддерживал во всем Ленни, ушел с ним. На втором ранчо происходит совершенно другая ситуация. С женой сына хозяина происходит страшная трагедия, Ленни ее придушивает случайно, потому что ему понравилось гладить ее волосы. И когда все это вскрывается, его собираются убить, естественно, работники ранчо во главе с ее мужем. Потому что такое время, что никто судить не будет. Они его просто накажут самым жестким способом. И тогда Джордж решает убить его сам, не забирая до последнего момента у него мечту о новом ранчо и о кроликах. Он быстро его находит после убийства и пристреливает одним выстрелом в голову. Часто можно слышать, что повесть о мышах и людях – это повесть о дружбе, поддержке, выручке. Но мне показалось, что это совсем не так. Несмотря на то, что главные герои неразделимы друг с другом, и Джордж взял на себя эту ответственность за Ленни, все равно эта поддержка вызвана тяжелыми обстоятельствами и трудными временами. И не факт, что в обычное время он бы взял на себя эту ответственность. Но Джордж все-таки, как любящий и поддерживающий друг, дарит Ленни эту веру в мечту и берет на себя эту ответственность за того, кого он приручил. Он избавляет его от страшной расправы, потому что если бы за него взялась толпа, они бы его убили самым жестким образом. Есть в этой повести еще одна история убийства, и когда этим самым убийством хотят помочь. Это история с собакой Плюма. Плюм – это тоже один из героев. Его собаку захотели пристрелить, потому что она перестала приносить пользу, была старая. Единственной функцией, которую она выполняла, она была другом тому самому Плюму. Но разница в этих двух убийствах заключается в том, что Плюм не смог это сделать сам. То есть он не смог подарить вот эти последние минуты любви тому животному, с которым он переживал очень многое. А Джордж все-таки взял ответственность до конца за того человека, которого он приручил.
Джордж был рядом, а Плюм нет. Плюм просто лежал на диване, закрывшись, и переживал глубоко в душе. И, наверное, это и есть поведение человека, который понимает, что потеря его друга неизбежна, и лучше сделать так, чтобы он ушел спокойнее и рядом с любимыми людьми, чем просто лежать на соседней кровати и переживать, как это сделал Плюм. И каждый герой повести – это голос своего класса того времени. В повести обсуждаются очень важные темы для тогдашней Америки. Джордж и Ленни хотят собственную землю. Тема земли очень важна на тот момент и после Второй мировой войны в том числе. Поэтому затею Джорджа и Ленни поддерживают Плюм, и он готов даже отдать все свои деньги последние, чтобы тоже стать частью этой идеи, этого проекта. Еще одна тема, которая там поднимается, это, конечно, классовое неравенство. В книге ее олицетворяет темнокожий конюх. Он живет один, как изгой, и с ним никто не разговаривает, никто не приходит к нему в гости. Это, можно сказать, запрещено. Там есть у него сильный монолог, где он просто кричит о том, как ему тяжело жить одному. И, конечно, тема женской реализации, как женщина-кудряша хочет чего-то еще, а не просто рожать детей и стоять около плиты, а хочет какого-то развития. Это тоже ее своеобразная трагедия. Она как вот герой своего времени кричит об этой проблеме и желании ее решить. Это все тоже приводит к трагедии. Почему повесть называется «О мышах и людях»? Можно сказать, что Ленни – это символ времени, в которое было написано это произведение. Он как будто бы не отпускает людей, которые, как маленькие мышата, пытаются выжить в столь сложное время. И маленькие животные, которые в руках своих держит Ленни, они постоянно умирают. Вот эта дохлая мышь, которую он гладит, щенок, который в руках его умрет, а потом и сама женщина, вот эта жена кудряша. И есть олицетворение хрупкости человека в руках беспощадной системы и жесткого времени. Это книга о бедности, желании выжить и найти свое место в сложное мировое время, а также сохранить свои человеческие качества и попытаться помочь ближнему, даже если кажется, что эта помощь очень жесткая. Мне повесть понравилась. И я после этого сразу прочитала «Жемчужину». Они очень грустные, обе тяжелые, но все-таки, может, где-то глубоко дающие надежду, если не на будущее, то хотя бы на то, что где-то человек может обрести свой покой. Читается это легко, вам хватит буквально одного дня, и вы получите по-настоящему удовольствие. Потому что то, как все заканчивается в книге, это безумно грустно, но это вызовет в вас самые такие высокие душевные порывы. И вы захотите приобщиться к героям, и вы будете действительно им сочувствовать. Как обычно скажу, читайте и перечитывайте классику. А мы с вами увидимся в следующих видео. Пока!